мистер Крауч, сегодня у нас состоится презентация вашей первой книги «Пустошь». Расскажите, пожалуйста, немного об этом романе. Well, this novel is the first book that I ever wrote. I published it in 2004, so it's interesting to be releasing it as a new book right now in Russia. Это книга первая, которую я написала, я выпустила ее в 2004 году, и достаточно интересно презентовать ее сейчас как новую в 2017 в России. This book is about a crime novelist named Andrew Thomas, who is my age in the book, and writes the kinds of books that I write, which are scary and dark. And he gets a letter in the mail one day that tells him there's a body buried on his property, and it's covered in his blood, and that if he doesn't do exactly what he's told, he's going to be implicated in the crime. Это книга о писателе, который примерно того же возраста, что и я. Он пишет такие же книги, темные и страшные. И однажды он получает письмо, в котором говорится, что на его участке закопано тело, и если он позвонит в полицию, то это убийство повесят на него. This leads him into a terrible situation where he's kidnapped, and he's forced to decide whether he is capable of doing the things he writes about in his books. И это приводит к тому, что его похищают, и ему приходится решить для себя, может ли он делать те вещи, о которых он пишет в своих книгах. Мистер Крауч, как вы упомянули, роман «Пустошь» является вашим первым романом. Скажите, пожалуйста, спустя время претерпевал ли этот роман каких-то изменений, или, возможно, вы хотели бы что-то в нем изменить? There's a part of me that would like to change some things in this novel. Вообще, часть меня, конечно, хочет изменить кое-что в этом романе. But I also appreciate it for what it is, which is a snapshot of where I was as a writer at this point in time, and for that reason I wouldn't change it at all. Но вообще я благодарен этому роману, потому что это презентация того, каким я был именно в то время, и только ради этого я бы не стал менять ничего. I do love this book because it's the scariest novel I've ever written. Я очень люблю эту книгу, потому что это самая страшная книга, которую я когда-либо написала. Спасибо, мистер Крауч. Часто в ваших книгах вы выступаете в роли исследователей темной стороны человеческой души. Скажите, пожалуйста, как давно у вас появился интерес к этим аспектам, и как вы его развиваете, возможно? Yes, from very early on, as a child, I was interested in scary stories and scary movies. At first, when I began writing, I wanted to write this type of story. Мне всегда очень нравились страшные фильмы, страшные книги, и я всегда хотела писать именно такие книги. Дорогие друзья, у вас есть возможность задавать вопросы автору. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, поднимайте руку, я обязательно подойду к вам с микрофоном. Сможете спросить у господина Крауча то, что интересно именно вам. Если не секрет, планируются ли какие-то экранизации, кроме вот сериала по соснам, может быть, других книг в ближайшее время? Yes, there's another TV show called Good Behavior, which just finished airing in America, and it's based on some short stories of mine, and I hope it comes over here very soon. Вообще существует еще один сериал, называется «Хорошее поведение». Недавно закончился первый сезон, и он основан на короткой истории, которую я написала. Я надеюсь, что скоро она будет презентована в России. And I also just finished writing the script for the movie Dark Matter, which will be made very soon. И совсем недавно я закончил сценарий для фильма «Темная материя», который тоже будет снят в моей книге. Еще вопросы, пожалуйста? Когда я впервые прочитала вашу книгу «Сосны», я была поражена
теми загадками, которые там обнаружила. Еще больше меня поразило то, что они все были прекрасно объяснены в конце. После этого у меня появился вопрос, как вы продумываете свой сюжет? Возможно, вы идете постепенно, как читатель, сами раскрывая его, или вам известно окончание уже с самого начала? It can happen both ways. Бывает по-разному. In the case of Wayward Pines, I knew what the first half of the book was from the beginning, but I didn't know what the big reveal was going to be. I didn't know why everyone was acting so strange. Если мы говорим о соснах, то я знала примерно, что будет происходить в первой половине книги, но я не знала о том, кто же будет самым главным злодеем в конце. And I knew it had to be a really good explanation for why this town was so bizarre, and so I spent a lot of time trying to figure out what a good reason would be, and only when I knew what that reason was did I start writing those books. И я прекрасно понимала, что для всего этого должны быть хорошие объяснения. И поэтому я начал писать только после того, как я полностью понял для себя, что будет в конце. Who's your literary agent? And кто ваш литературный агент? And actually, how was it for you the first time when you were not yet a best-selling author and you had to make your way to the market? What was your strategy, your secret, your technique to put your book through? Мне интересно, как Блейк... И простите. Как он выводил свою первую книгу на рынок, когда еще не был автором бестселлера? So I have a literary agent in the United States. His name is David Hill Smith. And before I had an agent, it was very hard. Мой агент в Америке, его зовут Дэвид Хелсмит, и до того, как я с ним познакомился, было достаточно тяжело. This is the first book that I ever tried to, or the second book that I tried to sell, and I sent it out to hundreds of agents and publishers. Вообще, это вторая книга, которую я пытался продать издательствам, и я посылала ее в сотни издательств и сотням агентов. And they all rejected the book, and some of them said mean things about it. Вообще, очень многие, практически все ее отвергли, и некоторые даже говорили плохие вещи про нее. It's very hard when you want someone to pay you for your art, and you have to try and try and try and believe in yourself to finally get that one person who does believe. Очень трудно продавать свое искусство, и нужно всегда просто стараться и быть настойчивым, чтобы найти того самого человека, который поверит в вас. Скажите, пожалуйста, что послужило основным переломным моментом для вас, чтобы заняться писательством как основным делом? Как нам известно, вы занимались юриспруденцией раньше, и вот в какой момент вы поняли, что именно быть писателем – это ваше призвание? Well, I wasn't a lawyer, I was a paralegal. Да, на самом деле я был юристом. And the second I always wanted to write full time. It was just a question of could I afford to do it, and the moment I could afford to do it, I did it. На самом деле я всегда хотел писателем, и это был просто момент того, могу ли я себе это позволить или нет. И как только я понял, что я могу это себе позволить, я сразу же начал писать и писать профессионально. Как вы вообще пишете книги? То есть вы выделяете какое-то время дня и сочиняете их, или действуете по порыву вдохновения? So my process is I stay open to the ideas that are hitting me from day to day. Процесс такой, я всегда остаюсь открытым для идей, которые приходят ко мне каждый день. And after a while, one or more of those ideas become very prevalent and meaningful to me.
И в какой-то момент одна из идей становится самой глобальной, самой главной для меня. And then I spend anywhere from a couple of months to half of a year taking notes on this idea in a journal by hand. И от нескольких месяцев до полугода и до года я провожу просто записывая мысли в журнал, в тетрадку. And then when I feel like I know enough of the story to begin writing, I sit down with the computer and start trying to write 500 to 1,000 words a day. И когда я понимаю, что я уже знаю достаточно об этой книге, я сажусь за компьютер и пытаюсь писать от 500 до 1000 слов в день. A very long, slow process. Очень-очень длинный процесс. Скажите, пожалуйста, а было ли для вас сложно переходить от создания коротких историй, от написания рассказов к романам? Well, I think that short stories are much harder to write than novels. Вообще я считаю, что короткие рассказы писать гораздо сложнее, чем полные романы. I wrote short stories in middle school because that was my first real attempt at writing. But the thing about short stories is the idea has to be really, really good and perfect for that medium. Короткие истории я начала писать еще в средней школе, но я могу сказать, что для того, чтобы она действительно была хорошей, нужно, чтобы идея подходила этому вот короткому рассказику. So when you're writing a novel, you have more space to expand the story, and you can be meandering. You can take your time with characters and their backstories. So I think novels are actually easier. Поэтому я считаю, что в коротких историях такого нет, поэтому для меня роман гораздо проще, чем просто маленький рассказ. Часто в жизни ваших героев происходят какие-то события краеугольные, которые кардинально меняют их жизнь на период до этого события и после этого события. Скажите, а был ли у вас какой-то такой момент в жизни, который, возможно, послужил толчком к изменению вас как личности, как писателя? I haven't personally experienced that type of a moment in the way that my characters have, but I do think that characters who are at this turning point in their lives are the most fascinating to write. Лично у меня такого момента не было, такого, как у моих героев, но мне кажется, что именно подобные типы героев самые интересные и для меня, и для читателя. They're at the end of their rope in my books, and because they're so stressed out and they have everything to lose, we get to see what they're like at their lowest moments and whether they become stronger humans or whether they fold. В моих книгах они всегда находятся на грани, и только тогда мы можем понять, чего на самом деле они стоят. Им есть что терять, и это самое интересное — проследить психику такого героя. Можете ли вы согласиться, что именно в такие моменты максимально раскрывается потенциал и все возможности ваших героев? Yes, I would much rather read about a character who is under extreme stress and duress and facing the worst day of their life than a character who is just having a regular old boring day like most of our days. Да, я на самом деле так считаю, и мне кажется, для меня было бы гораздо интереснее прочитать книгу про человека, который находится в самой низшей точке своего существования, чем человека, который просто живет обыкновенной скучной жизнью нашей ежедневной. А можно вам задать вопрос, а как ваши родственники и близкие отнеслись к вашему творчеству и вообще, когда вы решили стать писателем? Yes, my relatives do support my writing, although I think my mom is scared of it. Да, мои родственники поддерживают то, что я делаю, правда, моей маме, мне кажется, страшновато. Есть ли у вас сейчас идеи какой-нибудь новой книги? I do. I worked on it on the train from Moscow today. Да, и я даже работала над этой идеей сегодня по пути из Москвы в Питер. But I won't tell you what it is. Я не скажу вам, что это.
И эти новые идеи, они как-то навеяны пребыванием в России? Perhaps. Возможно. Еще вопросы, пожалуйста, дорогие друзья. А кто является вашим любимым писателем, если у вас любимая книга? Ну, кроме ваших, конечно. My books are not my favorite books. Мои книги не мои любимые. That would be weird. My favorite author is Cormac McCarthy, Мой любимый автор Кормак Маккарти. and my favorite book is by him. It's called The Road. It was also a movie several years ago. Not as good of a movie as it, by any stretch, as it was a book. А самая любимая книга называется «Дорога», и был даже фильм снят по ней, но фильм не очень хороший, лучше книгу прочитать. Кстати, продолжая вопрос молодого человека, а из русской литературы вы что-нибудь читали? А касаемо вашего творчества, критичны ли вы к себе, когда пишете роман, и сколько времени вы уделяете на написание каждой книги, если у вас какие-то сроки, которые вы сами для себя определяете? In terms of Russian literature, I had read a lot of it. As students in high school in America, we read a lot of the Russian great novelists. Вообще, мы в Америке читаем очень много русских классиков, и я читал, когда был в колледже. We read Tolstoy, Dostoevsky, Anton Chekhov, and Anton Chekhov is my favorite Russian writer. I love especially his play The Cherry Orchard, because the dialogue is so amazing. Мы читаем и Чехова, и Толстого, и Достоевского, но мой любимый писатель это Чехов, и больше всего мне нравится «Вишневый сад», именно благодаря невероятным диалогам, которые там есть. In terms of my writing schedule, when I'm writing a book, I try to write every day if I can. Касаемо моих собственных книг, я всегда стараюсь писать каждый день, если я могу. That's much easier when I'm at home, Это, конечно, проще, когда я дома. because there's so many fun things to see when you travel. So I've not been writing as much as I had hoped on my trip to Russia. Потому что, когда ты куда-то уезжаешь, так много вещей, которые можно посмотреть, так что я не очень много писала на пути в Россию. But it's okay because I'm getting a lot of inspiration. Но это хорошо, у меня очень много прекрасных воспоминаний. But if I can get about 1,000 words a day, then I can finish a novel in anywhere from 6 to 12 months. Но если я пишу по 1000 слов в день, я могу закончить книгу от 6 до 12 месяцев. А любите ли вы каких-то американских классиков? Какие у вас любимые? И любимое произведение, может? One of my favorite American writer is Ernest Hemingway, Мой любимый писатель Эрнест Хемингуэй. especially his book The Sun Also Rises. Особенно книга «Солнце тоже встает». I love, wow, too many. I like James Joyce Мне нравится Джеймс Джойс for his experimental style. за то, что он очень любит экспериментировать. I love J.D. Salinger, especially like The Catcher in the Rye and Franny and Zoe. Мне, конечно же, нравится Селлинджер «Над пропастью воржи». And in terms of fantasy, J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, and C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia. Если мы говорим о фантастике, то это, конечно же, Толкин и «Хроники Нарнии» Льюиса. Although actually J.R.R. Tolkien is not an American novelist. Но, конечно, Толкин не американский писатель. Дорогие друзья, еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. А не подскажете, вы все свои идеи книжные реализуете, так сказать, в бумаге? Какие-то идеи не реализуются и почему? No, most of my ideas never become books. Вообще нет. Большинство моих идей никогда не превращаются в книги. I have a lot of ideas when I'm starting out and I'll get excited about them,
but then as I pursue the idea more and more, it starts to look less exciting. Я каждую идею пытаюсь продумать, и очень часто бывает так, что на этом пути мне кажется, что она теряет свою прелесть, и поэтому я ее убираю. The worst thing that happens is to get really excited about something and then you realize you're just writing a book that's already been written. Самое страшное — это вообще восхититься какой-то своей идеей, начать ее воплощать, и потом понять, что эту книгу уже кто-то написал. So the ideas that become books are very rare. Поэтому я могу сказать, что идеи, которые действительно становятся книгами, они очень редкие. А пересекались ли вы с такими людьми, с которыми вы могли в книге отвести определенную роль? No, thank God. Нет, спасибо. I don't want to meet any of my characters. Знаете, я бы не хотела никого встретить из тех персонажей, которые есть в моих книгах. I want them to stay on the page. Я бы хотела, чтобы такие люди оставались только на страницах. Тем не менее, у любого автора бывают персонажи, которым он больше или меньше симпатизирует, чья судьба более или менее захватывает. Кого из своих персонажей вы могли бы выделить? Yes, Да, у меня есть такие любимцы. my favorites. My favorite characters. I love Luther Kite in this book. I think he's maybe my favorite villain. Мне нравится Лютер Кайт в этой книге. Я думаю, что это мой самый любимый злодей. He is so gleefully evil. He just loves evil in such a pure way, and he is so fun to write. Это просто чистое зло, и он любит это зло, и его было просто очень интересно писать. I really like Sheriff Pope from Wayward Pines. Мне очень нравится шериф Поп из «Сосен». I think he is, well, I wrote him based on a real character. Вот его я как раз таки писал с настоящего человека. There was a sheriff in this town in Colorado where I vacation that harassed me one night for doing a bad job parking, and I was so upset I wrote him into Wayward Pines. Один прекрасный день в маленьком городе в Колорадо, где я был в отпуске, шериф приставал ко мне, потому что я плохо запарковал машину, и я просто не мог не вставить его в свою книгу. I was trying to park and it was snowing really hard, and it's a beautiful night, and I pulled the car in and turned it off and climbed out to go to this restaurant, and then I saw these sheriff's lights behind me. Я припарковался, было достаточно темно, и было очень много снега, и я просто вышел из машины, чтобы пойти в ресторан, когда увидел огни полицейской машины. And I got out of the car, and this very redneck sheriff walked up to me and could see his gun, and he said, "What do you think you're doing?" И я увидела, как ко мне подходит такой настоящий деревенщина с пистолетом и спрашивает: ну и что ты думаешь, что ты делаешь? And I said, "What are you talking about? I'm just parking my car." And he said, "You're not parking in the between the lines." Я сказала: да ничего, я просто паркуюсь. И он мне сказал, что вы паркуетесь не между линиями, как нужно. And I looked up and down the street, and there were no cars on the entire street, and also the lines were completely covered in snow. Я огляделся, не было ни одной другой машины, и все было абсолютно покрыто снегом. And he said, "I don't care, get back in your car and do a proper job parking." На что он мне сказал: I love Russia. I'm having a blast here. мне очень нравится Россия, и мне здесь вот просто безумно нравится. I haven't had enough time to really see as much of the city or the country as I want. У меня, конечно, не было такого времени, чтобы посмотреть города и страну саму. So I definitely want to come back as a tourist and go way out into Siberia. Поэтому я больше хотела приехать сюда как турист и поехать куда-нибудь в Сибирь. Everyone always laughs when I say that, but I'm serious. Все смеются, когда я об этом говорю, но я на самом деле серьезен. Is that a bad idea? Это плохая идея. А что вам больше понравилось, Москва или Питер? Еще вопросы, пожалуйста.
обложки книг российского издательства, и нравятся ли вам они, так ли вы представляли окружающий пейзаж, который там изображен? I do like the covers they made. They're very different than the ones in America. Мне очень нравятся обложки, которые представили российское издательство. Они совершенно другие, чем в Америке. In fact, it's really interesting. Every country has a very different aesthetic when it comes to book covers. На самом деле это интересно, потому что каждая страна имеет собственное представление о том, как должна выглядеть обложка. Some countries do a terrible job. И некоторые страны делают отвратительную работу. I'm not going to name any names, but some of the book covers they're almost embarrassing. Я не буду называть, конечно же, названия, но некоторые обложки выглядят просто безобразно. But I'm very happy with the Russian covers because they look, the branding is very good, and you can tell they're all from the same author, and I think that's really important. Мне очень нравятся российские обложки, потому что по ним видно, что это книги одного писателя и очень хорошее брендирование, которое они выбрали для этого. And I think they do a really good job of conveying the mood and the atmosphere of the books, which is the most important thing. И мне кажется, что они сделали очень хорошую работу в том смысле, что они в обложке передали атмосферу, которая есть в книге, а это очень важно. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а легко ли вы воспринимаете редакторские правки в своих книгах или отстаиваете свою авторскую точку зрения до последнего и спорите с издательствами? I am lucky in that I have really good editors, and so they actually help make the books much better than my first drafts. На самом деле мне очень повезло с редакторами, и они делают книгу намного лучше, чем она вот в самом первом в своем виде. I think a writer can be their own worst enemy if they are not open to listening to some feedback. Мне кажется, что писатель может быть сам своим собственным врагом, если он не будет слушать некоторую критику. Скажите, пожалуйста, вы сотрудничали с режиссером Шраямом, если я не ошибаюсь. Недавно на широкий экран вышел фильм «Сплит». Вы успели ли посмотреть этот фильм и понравился он вам или нет? Каково ваше мнение? I did watch the movie, and I thought it was his best movie since The Sixth Sense. Я смотрел этот фильм, и мне кажется, что это его лучший фильм с момента «Шестого чувства». In fact, I think I may have even liked it more because it didn't hinge on a big reveal. It just worked completely on its own as this self-contained story. Мне кажется, даже что он лучше, потому что никто не ожидал какой-то развязки, а фильм сам по себе, вся история была очень цельная и очень интересная. And I thought James McAvoy's performance playing all of those multiple personalities was amazing. И мне кажется, что Джеймс Макэвой как актер прекрасно справился с ролью, сыграл эти 23 персонажа. Дорогие друзья, у нас время потихоньку подходит к концу. Буквально несколько последних вопросов еще готовы будем взять и перейдем к автограф-сессии. Пожалуйста, у кого еще есть вопросы к автору? Ну, давайте потихонечку переходить к автограф-сессии. Дорогие друзья, у вас есть возможность подписать свой экземпляр книги у автора. Пожалуйста, давайте сформируем одну организованную очередь с правой стороны от сцены. По одному подходим к автору.